Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про английского художника, который был отцом 40 детей, любил многих натурщиц и писал картины, вызывающие противоречивые чувства. Это Люсьен Фрейд. Фрейд, который зачастую все делал так, как сам считал нужным, не обращал внимания на мнение критиков и публики. Проявлялось это и в творчестве, и в личной жизни. Он сменил несколько художественных школ, но преподававшие там академические каноны были ему совершенно неинтересны, потому он и писал в собственном стиле, вызывающем и провокационном, который вызывал неприятие у многих искусствоведов. А вот личную жизнь он старательно от всех скрывал, хотя она была очень бурной. Фрейд женился 2 раза и стал официально отцом 14 детей. Писать Фрейд предпочитал обнаженных женщин, причем совершенно не приукрашивал своих моделей, как, например, Пьер Огюст Ренуар на своей картине «Портрет Жанны Самари». Люсьен был беспощадно честен и предпочитал писать людей некрасивых, а фактурных и интересных с точки зрения самого художника. Пусть там будут видны все недостатки внешности, как на картине «Спящая социальная работница», которая, кстати, была куплена за $33,6 миллиона. Зато показан весь жизненный путь человека и некоторые социальные проблемы общества, отраженные в его внешности. Например, ожирение. Во многом привычка питаться фастфудом среди бедных слоев населения, морщины, следствие старости и тяжелой жизни. По мнению Фрейда, человек с возрастом, теряя внешнюю привлекательность, приобретает мудрость, которую можно отразить на его портретах, но при этом они должны быть совершенно неприкрытые. Он и сам нарисовал очень экстравагантный автопортрет. Представьте немолодого, потертого жизнью мужчину и при этом совершенно обнаженного. Жизнь Люсьена Фрейда очень парадоксальная. Он не очень следил за своим здоровьем, ни в чем себе не отказывал, но ухитрился прожить 88 лет. Он никогда не лез за словами в карман, пил и тратил огромные деньги на скачках, но при этом мог быть заботливым и нежным для людей, которые были особенно дороги художнику, а для друзей готов был исполнить любую их просьбу. Его любили женщины, хотя сам Фрейд был человеком скрытным и замкнутым, чем-то напоминал по характеру российского замечательного художника Валентина Серова. Про его личную жизнь писали и судачили все, кому не лень, благо поводов для этого художник давал предостаточно. Но при этом сам Фрейд очень не любил о ней распространяться и по возможности тщательно скрывал. Он стал очень известным художником, но никто так и не написал ни одну биографию о нем. Люсьен родился в семье преуспевающего архитектора Эрнста Фрейда, потому в деньгах не нуждался. Однако в Германии, где жила его семья и он, к власти пришли нацисты во главе с Гитлером, и его отец проявил недюжинную осмотрительность, когда переехал вместе с семьей в Лондон, где отношение к евреям было куда лояльнее. Как в воду глядел, его родственники были отправлены в фашистские лагеря смерти. Фрейд учился в нескольких британских школах, поскольку его пару раз выгоняли. Он не очень любил следовать правилам, а один раз поспорил, что может при всех снять штаны. Консервативные англичане подобное поведение не оценили. Разочаровавшись в образовании, юный Фрейд захотел стать моряком, сделал несколько морских татуировок, подружился с матросами и отправился в плавание. Но здоровье подкачало, из-за тяжелого танзелита пришлось оставить мечту о плаваниях. А в середине 40-х он познакомился с Фрэнсисом Бэйконом. И тут художники крепко подружились и виделись каждый день в течение 25 лет. У них было очень много общего. Оба любили живопись, выпивку, пьяные драки и азартные игры. Но они и совершенствовались как художники. Фрейд писал его портреты, вначале несколько гиперболизированные, напоминающие шаржи, потом детализированные и очень реалистичные. Бэкон тоже написал несколько портретов Фрейда, но эти работы были сделаны в его манере, странной и несколько пугающей. В итоге не стерпел даже Фрейд и заявил, что картины Бэкона откровенно жуткие. Тот обиделся, и художники перестали общаться друг с другом. Фрейд поддерживал отношения со многими женщинами. Тут он напоминает Франциско Гойо или Густава Климта. Официально признал 14 детей, но говорили, что в реальности их около 40. Впрочем, он был плохим отцом, детям от него достались только звучная фамилия и некоторая толика скандальной славы. Некоторые его дочери даже позировали обнаженными для Фрейда. По их словам, это был единственный способ пообщаться с ним. Фрейд дважды был женат, однако браки оказались скоротечны, и он не любил о них распространяться. Однако Кэролайн Блэквуд он искренне любил и очень тяжело переживал развод с ней. А еще Люсьен Фрейд очень любил свою маму,
возможно, единственную женщину, к которой он всегда испытывал только теплые чувства. После смерти своего мужа та нешуточно захандрила, однако Люсьен всячески ее поддерживал, а чтобы отвлечь от ненужных мыслей, писал ее портреты. Их было множество, и тем самым он сумел продлить жизнь своей мамы. Однако писал честно и досконально, нисколько не приукрашивал, выписывая каждую морщинку и каждое возрастное изменение ее облика. Известность Фрейд получил, создавая картины с обнаженными женщинами. Некоторые рассматривали в этом откровенное женоненавистничество, поскольку многие картины выставляли женщин в отнюдь не самом выгодном свете. Да и приукрашиваний там никаких не было, скорее наоборот. В качестве аргумента приводили два не самых удачных брака и многочисленные связи с женщинами. Так и разочароваться в них недолго, от разочарования до презрения и ненависти дистанция недалека. Но свои лучшие портреты, по мнению искусствоведов, Фрейд написал с Ли Бауэра, эпатажного художника и дизайнера, который любое проявление на публике рассматривал как возможность для очередного перформанса. Когда он просто выходил на улицу, то наносил грим, всегда надевал необычные наряды и вообще всячески старался выглядеть нестандартно и вызывающе. Однако это была, по мнению многих его друзей, своеобразная защитная маска. Он не скрывал свою нестандартную ориентацию, да и телосложение имел далеко не как у Аполлона. В своем стиле с запредельной честностью Фрейд и изобразил Ли Бауэра, словно сняв эту маску, оставив обычного человека со своими страхами и комплексами. Однако в той подкупающей честности была своеобразная красота. Фрейд всегда старался довести свои портреты до идеала, работая над каждым несколько месяцев. И каждый день моделям нужно было позировать по много часов. Иногда, устав, они засыпали, и это еще больше сближало художника с его моделями. Позировавшие Фрейду сравнивали его диван в студии художника с кушеткой психоаналитика. Там можно было избавиться от своих комплексов и страхов, взглянув на свою жизнь по-новому. По мнению той самой Большой Сью с картины «Спящая социальная работница», Фрейд всегда делал все, что хотел, не согласовывая свои поступки с мнением окружающих. Был абсолютно свободен от всех условностей, говорил о людях все, что угодно и даже не замечал своей грубости, но одновременно мог быть заботливым и добрым, удивительным образом сочетая в себе все черты характера. Возможно, через свои портреты он так хорошо раскрыл человеческую натуру, что уже разочаровался в ней. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.